я и дома. Ну вот как раз кушаю. Нет, он не яичница. Да нет, нет, нет. Да, мам, я понимаю. Хорошо, мам, слушай, мне звонят, домофон, давай я перезвоню тебе потом. Ага, пока. Да. Ага, заходи. Привет. Слушай, буквально спас меня. От кого? От мамы, от кого еще? С своими вопросами. Мы на это будем снимать? Кстати, спасибо, что согласился снимать. Правда, тебе это все потом монтировать. Вообще хорошая идея снимать. Что-то я даже немного не подумал об этом раньше, жалею. Хотя, по сути, что жалеть. Ну, в общем, не суть. Крутая камера, не крутая. Видно и видно. Это не главное. Здесь мне есть что сказать. Вообще, я очень плохо стал спать. Я долго не могу уснуть, потому что сочиняю стихи. Или наоборот, сочиняю стихи, потому что долго не могу уснуть. Да не суть. Иногда лежу, беру камеру эту, начинаю записывать на нее. До этого я ни на бумаге, не печатаю, ничего, просто придумываю, на ходу записываю. Не уверен, пригодится ли это в фильме наш. Да, я вообще раньше поэзией не занимался. Уйти туда, куда не ходят поезда и не летают самолеты, где сердце не грызут заботы. Там всюду талая вода, в ней растворюсь я без следа, и гладь покроет слов листва. На дне лишь правда не мертва. Там я нигде, там я повсюду. Всегда я был, всегда я буду. Где явь и твердь моей мечты, и все во всем из пустоты. Это официальное извещение о том, что у меня синдром предсказуемой смерти. Мне его вручили на следующий день, как мне исполнилось 18 лет.
Честно говоря, я и не поверил в это. Да я до сих пор не верю. А мне тоже говорила, как-то пару недель назад. Мы приехали в поселок Деревянка. А я ж вспомнил, я ж с работы не уволился. Просто взял отпуск. Ну, я все же надеюсь, что ничего не случится, а вдруг тогда я работу не потеряю. Ой, пойдем на качели-то. Ну, мы тут раньше жили. Вон в этом доме. Ну, потом папа нашел хорошую работу в Петрозаводске и туда переехали. Ну, тут запущенное место, тут делать нечего. Хотя и в Петрозаводске-то особо нечего делать. Ну, конечно, те, у кого амбиции, те в Питер едут, в Москву, кто-то за границу. Единственное, что я помню с детства, это качели. Иногда это становится слишком невыносимым. Знать, когда именно ты умрешь. Так хочется забыть этот факт. Некоторые люди с моим синдромом нанимают гипнотизера, чтобы забыть дату и время смерти. Помните меня? Нет, а как фамилия? Фамилия Левшов. Ну, фамилия что-то знакомая, да. А Вот. где жил? Жил как раз вот в этом доме. А, ну это вот Седом, я тоже жил. Вот. И ну просто приехали сюда, и давно не было так. А вон какие дороги, господи. Ну так это. Тут хоть немножко посыпали, а вот там идти на голый лед. Да. Совершенно. Сами пока шли там столько. Там разбиться, я говорю, бедным этим бабушкам, да этим детям, которые тоже Мгм. любят побегать-то. А так, конечно, спокойненько у нас, тишина и покой. Почему я не стер себе память? Да у меня денег нет на это. И потом я подумал, если ты знаешь, когда наступит твой последний миг, ты можешь сделать его особенным. Можно подарочек? Завернуть это сюда, направо. Вот сюда. Ага. Смотри, еще это строительный. Да, пожалуйста. Пальчику, девочки. Девочки. Машку выбирайте. Вам цветочки вы хотите, бабочки. Давайте я вам покажу, красивая бумага поступила. С бантиком надо, да? Да. Так, 40 рублей с вас с бантиком.
За то, что меня снимали еще дополнительно. Что же там такое интересное? Это секрет. А чё ж я не посмотрел-то? Я теперь Все, уже работать не смогу. Уже поздно. Привет, Лу. Как видишь, я на нашем любимом месте. Столько воспоминаний сразу. Я приготовил тебе подарок, который хочу спрятать именно здесь, где только ты сможешь его найти. Ты понимаешь, о чем я. Честно говоря, сначала я хотел закопать подарок в поле. Помнишь, мы были там прошлым летом? Я ездил туда с твоим братом Игорем. Это нужно было, чтобы он тебе все рассказал. Но только я не учел одну вещь, что сейчас зима и очень много снега. Поэтому земля очень холодная. Прости, что так получилось. Я просто не хотел говорить всю правду. Пришлось соврать, бросить. Но на самом деле я делал это только для того, чтобы тебе не было так больно после моего ухода. Прощай, Лу. Я люблю тебя. Там, под ребрами, что-то живое колышется, что не поймать ладонями. Что-то больное, аж тяжело дышится. Там, под кожей, совсем невесомое, кого-то зовет. Ни на что не похожее, но до боли знакомое. Что-то живет. Рома, внучек! Дедушка. Ах ты! А, ты вымахал, Привет, здравствуй! Ну, здравствуй, рад тебя видеть. Слушай, что ж ты без шапки ты ходишь? а? Как обычно. Ну как обычно? Обычно, зима ведь. Да ладно. Ну проходи, проходи. Заждался дед тебя уже. Давненько не было тебя. Да, давненько, ну заходи, заходи. Здесь у меня тепло, хоть погрейся немножко. Без шапки ходит, а? Ты, Рома, пироги-то бери. Бери, бери. Я ведь помню, ты в детстве-то, ох, как пироги эти любил. Да, бывало, прибежишь ко мне, деда, пироги-то есть? А бабушка, помнишь, она возле печи все время стояла, не отходила, да. Все для Ромы маленького. Ну, а ты что из детства-то помнишь? Я на всю жизнь запомнил, как... Помнишь, бабушка была в городе? Ну. Я у тебя здесь летом жил, маленький еще. Ну. Он еще в школу не ходил, по-моему. А у тебя был военный песенник такой. С песнями со времен войны. И как я любил просто, говорю, поедим, дед, давай песен попоем с песенником. Ну, Сядем, откроешь песенник. Кстати, Рома, ты знаешь, я военные песни-то люблю. У меня вот получилось так, что, значит, в этом выговорить не могу. Антиквар магазин вот это, где продают эти старые вещи все. Так прикупил патефон. Ну, Так, я уже видел. видел, так ты знаешь, он же рабочий, он же играет. И смотри, вот, что дед твой слушает. Вот, послушай. Вот, послушай. Это ж у меня... Утесов поет. Военная песня. Боя города. Жизнь так быстро пробежала, что прямо не знаешь как. Куда от этого детства? А ты что это меня на камеру-то снимаешь? Это? Хочешь в свой интернет положить или как это называется? Не, это себе на память снимал. На память. Я ведь и туда еще не собираюсь. Зачем на память? Не так понял. Зачем? Да я ведь дело в том, что собираюсь уехать.
Куда это? Освещение. Тут я как-то раз занимался любовью. Ну вот, сегодня моя последняя ночь. Завтра все случится. Или не случится. Не хочу, чтобы меня искали родители, друзья, никто. Да тут они навряд ли меня найдут. Это даже и к лучшему, без лишних нервов. Это мне напомнило один случай из жизни. У меня была подруга, ее звали Полина. Мы очень хорошо общались, дружили. И как-то раз она решила переехать жить навсегда в Питер. Ну, я понял это, я принял. То есть Питер рядом, можем ездить друг к другу. Да интернет всегда под рукой, можем общаться. Но она уехала и не попрощалась даже. И я не простил этого. И мы перестали общаться и не общались даже в сети. Ну, как так? Уезжаешь жить в другой город и даже не попрощаешься. Хотя сейчас я ее понимаю. Наверное, тогда она хотела избежать лишних треволнений. В принципе, как я сейчас. У нас был любимый на двоих фильм «Прекрасные воспоминания». Ну, в смысле, фильм так называется «Прекрасные воспоминания». Ну, и там потрясающий саундтрек к этому фильму. И да, Саня, я хочу, чтобы ты использовал эту музыку у нас в фильме. Не все ведь так беспросветно. Спасибо еще раз за то, что согласился помочь мне. Завтра я буду снимать один. И только ты знаешь, где меня потом можно будет найти. Ну, скоро стемнеет. Если хочешь, можешь идти. Я справлюсь. Если хочешь кричать, то кричи. Если есть что сказать, говори. Если хочется спать, засыпай. Только ради всего не мешай. Не мешай сам себе и другим. Не мешай своим близким, родным. Не мешай. Если хочешь, уйди. Там же много всего впереди. Не знал, что Рома стихи пишет. Ну, не знаю, что сказать. Я действительно ушел от них, у меня другая семья. Роме тогда было 15 или 16. Ну, с тех пор он со мной не общался, ну что ж, имел право. Я слышал, у него отчим был, они неплохо ладили. Ну, это я
не в свое дело лезут, так что лучше этот момент вырезать. Да. Умереть в 23, наверное, не то же самое, что умереть в 80. Что за болезнь такая? Ни за что, ни про что. Есть человек, нет человека. Ну, как в песне. Я думаю, ему просто не повезло. На месте Ромы мог оказаться любой. Ты, я, кто угодно. Каждый бы вел себя по-своему. Я бы точно с ума сошел. Ну, лучше не знать, когда умрешь. Я в одном журнале читал статью, что этот вирус изначально был создан учеными по приказу правительства. Для того, чтобы убирать неугодных людей в определенное время. Ну, олигархов, просто влиятельных людей. А кто знает, может, у нас у каждого синдром предсказуемой смерти. Просто нам никто не сообщил. Ну, так, фантазирую. Еще интересно, как они диагноз-то ставят. Вот я слышал по анализу крови. То есть анализ крови делают сразу же после того, как ребенок родился. Но это тоже я в подробности не вдавался. Вообще мало что знаю об этой болезни. И про Рому тоже ничего не знал. У нас ведь система какая? Если человек должен умереть до 18 лет, сообщают родителям. Если нет, то только ему одному. Так и с Ромой получилось. Он решил никому не сообщать. Но он тебе сказал, а больше никому. Надо тут потолок побелить. Дочкина комната. Она у меня в сентябре в школу идет в 1 класс. Первый раз в 1 класс. Вспомнил, мы с Ромой давно еще, когда в поселке жили, дерево посадили. Теперь, наверное, высокое, зеленое. Тут жутковато. Хотя в этом есть своя какая-то романтика. Ну ладно. Буду пробовать заснуть. Спокойной ночи. Всем. Вот ты камеру выключил. Захотел, снова включил. А с человеком так не получится. Рому уже не включить. Помню, в детстве мы с ребятами сюда ходили купаться и заключили спор, в общем, поспорили, что один из моих друзей сказал, я доплыву до этого острова. Ну и он поплыл. Кажется, что недалеко, а на самом деле он очень долго плыл. Надоело уже ждать его. В общем, мы увидели, что он доплыл. Какое-то время там посидел, потом поплыл обратно. Уже надвигались тучи, началась дикая гроза, и мы кое-как дождались его и ушли. То есть это был совершенно бесполезный спор, но может он доказал себе, нам, что он может это сделать. Ну, смог. Может, поэтому и я хочу туда плыть.
Сбылась мечта детства. Я на острове. Тут здорово. Я бы, наверное, даже остался здесь жить. Сколотил бы себе домик. Далековато от города, правда. Ну да ладно. Но была бы лодка, так намного удобнее было. А если бы лодка у меня была, я бы сюда намного раньше попал. Не пришлось бы ждать, пока озеро заледенеет. Да, красиво здесь. Сейчас 12:43. В освещении было указано время 12:45.